Доброго здоровьячка, хунту и хунтубры. Мы из Украины. Украину годами рисовали страной под раздел, развал под ключ. А что бывает с камешком, который не раздавил поезд? Открою секрет. Из-за такого камешка поезд можно пустить под откос. Легко. Если так получилось, что здоровенная махина перенесла на тебя весь свой вес, а ты выдержал, вполне возможно ее опрокинуть. Посмотрите на нашу карту. Видите? Видите, как мамкины стратегии могли делить Украину массой способов? По Днепру, по языку, по вере, да хоть по длине... Пардон, Моа. Кстати, об этом неширокие забыли. А у меня хорошая память. Сколько прогнозов видал, где нас в том или ином виде подмял Кремль. До 2014 года их хватало. После с лихвой сыпали аналитикой, как с конвейера. Ух, все такое вкусное для имперца. Тут, значит, Крым забрали, там Донбасс, потом, конечно ж, на Харьков слюни попускать. Чуть позже какой-то штабной географ открыл для себя факт существования Черного моря и спохватился. О нет, папка-путка, непорядок? Это что, у Украины выход к морю остается? Срочно, срочно забрать Одессу, не как раньше, а срочно, срочнее некуда. Аппетит рос как не в себя. По мере мысленного покорения Украины имперцы рисовали все новые и новые карты раздела территорий. Тут, значит, Галичину полякам отдали, потому что, ну ее, негоже некрасивому Уане руки марать всяким. С другой стороны, как это? Никому ничего не отдавать, полякам особенно. Правда, потом кому-то и Польша начинала мешать, что на фоне вступления последней в НАТО выглядело особенно смешно. Одна позиция оставалась неизменна. Нас с вами делили. Упорно, карандашиком по мапе, но делили. Мнение Украины не учитывали, мол, а зачем? Поскочите! Ха-ха-ха! Распад, которым грезил Уаня, казался все более доступным. И без потерь, мол, кто ж тут воевать-то будет, ща придешь и покажешь, вот кто в доме хозяин. Лично для меня апогеем стало «Украинцы встретят русских с цветами». Ну-ну, 2022 год многое прояснил. Как делилка? Это она вовнутрь втянулась или просто вода холодная? Это исторический юмор, наверное, очень черный и грубый, на стыке Джима Джеффриса и Джимми Карра, если бы они жили в Фастове и пили генатурат под язык. Распад Украины стал ловушкой для Уани. Вообще-то, такой сценарий вполне себе допускался на Западе. Но он никогда не был чем-то стопроцентным, о чем писал еще Хантингтон. Он у себя в «Столкновении цивилизаций» все доступно изложил. Было бы желание деда слушать. Ну погодите-ка, я принес вам цитату уважаемого человека, где всерьез описан излюбленный сценарий Россиюшки. Пожалуйста, помогите мне. Найдите точное утверждение, мол, неизбежен распад. Есть такое? Я чуть не нашел, хотя старался. Если хотите поражать, еще найдите мне что-то про встретить с цветами. Я не знаю, каким бабам вам надо быть, чтобы такую муть про букеты выговорить всерьез и верить в это еще ко всему прочему. Поезд рванул на маленький камешек, полагаясь лишь на собственный вес. Интересно, а как там дела под откосом? А пропагандисты хороши, столько листов бумаги измарать, такие гигабайты забэкапить на рождение версий, и чтобы все легли от первого ж удара. Годами споры велись не о том, делите ли нас. Вопрос стоял в том, сколько Украины оставить кому-то еще и оставлять ли вообще. Казалось, в этой шахматной партии невозможно пролететь. Кремль сумел. Талантище, самородок Улус. Как и говорил, выживем, победим. Этого враг не переживет. Камешек перемирит поезд. Но тут подскочил еще и стрелочник. С севера прилетела баллистикой. Ой, откуда же? Погодите-ка, дайте подумать. Помнится, был у нас один сосед такой. Лупил всю весну искандерами, и ему за это ничего не было. Потом прилетела на День независимости, за это тоже не было ничего. Ну, как в 47-й раз бумкнет, можно пальчиком поругать и в гундосике бровки покорчить. Об угрозе из Беларуси, пока там сидит Лукашенко, уже говорилось не раз. Да, не все там такие, не спорю. Однако критическая масса такова, что ничего с этим сделать не получается. Партизан Лука пересадил.
Больше желающих побороться не видно, увы. Многие вообще насовсем сняли тапочки, чтобы не замарать лавочку. При всем уважении к правильным белорусам не могу сдержаться. За эти прилеты весь ЮКРБ должен быть наказан. Просто чтобы неповадно было. Скажете, опоздал? Я и весной это говорил. Да и вообще не у всех преступлений истекает срок наказания. Вы уж простите, но мы живем в мире, где суть такова, что мир образца 2023 года на самом деле дико злопамятный, как и я. Это не значит, что надо плакать в уголке, заламывать руки. О нет, как же так? Где мораль? Можно очень долго ныть, что Лукашенко просто хнюрер, а Беларусь в оккупации. Можно, никто не мешает. А потом бум, раз-два. Можно уверять, что Лука сам продал страну, а все ее жители – святые архангелы с рукоятью тапка в кармане. Можно, даже я не запрещаю, что уж о других говорить. Потом, правда, снова бум. Получите и распишитесь. Как вы заметили, каждое предложение с фразами «Лукашенко пи-пи-пи» и «Белоруссия захвачена русскими» заканчивается примерно одним и тем же – бум. Ну так скажите мне, есть ли у нас шанс это прекратить, не давая сдачи? Я способов не вижу. Зато вижу, что наш посол до сих пор там присутствует. Вижу, что МИД Украины научился орать на Йозва Казафейки о просьбах не давить Беларусь санкциями, при этом самих санкций Луке накидали по минимуму. Надо больше. В Беларуси правит один человек. Не красавица Тихановская, не те, кто уже повязан, увы. Один единственный усач по имени Александр Григорович. Если вы хотите, чтобы он сник, нужно отвечать. По-другому он не понимает. Более того, как только запахнет жареным, бегом найдет 44 способа не помогать русским. Сам, лично. Или мы научимся давать сдачу не только по Белгороду, но и по анклавам от соседей. Или это продлится до тех пор, пока в Украине есть хоть одно целое здание. Вот такая, прикинь, простая история. Угадайте концовку. Или кто-то видит другие способы. А ведь тут, как нельзя кстати, возникает еще один аспект. В ожидании решений многие теоретизируют о том, какими средствами было бы лучше работать по Си-300, Си-400 с севера. Кто-то восхваляет Патриот, кому-то симпатичен СМТ и так далее, но есть одно «но». Какой опыт Патриот или СМТ по сбитию Си-300-400? Не в теории, не в учебнике, не в мультике на экране монитора, а на практике. Какой коэффициент обнуления? Какая эффективность? Какой алгоритм противодействия? Еще раз, не в теории, а на практике. И вот в этом вся загвоздка. Никто не знает, потому что такого опыта нету. Очевидно, что россиянское военно-политическое командование ставит для себя целью в ближайшее время развернуть бурную деятельность с применением Си-300-400 на севере Украины вообще и непосредственно по Киеву и Киевской области в частности. А решение с нашей стороны только одно – обнуление самих пусковых. В принципе, именно так ЗСУ и боролись с ними под Николаевым. Сейчас такая же работа идет под Запорожьем, но с Киевом есть весьма угловатый момент. Ведь тут разговор идет о пусковых на территории на России и Белоруссии, а потому в данном случае следует принимать решение на высшем политическом уровне о самом факте существования данных комплексов на территории РБ и РФ. Иным образом уменьшение угрозы для северных областей Украины реализовать не удастся. Та сторона сама по себе не угомонится. Но, как все прекрасно понимают, сказать об этом можно, а вот отдача приказа на подобную деятельность – это уже вопрос совсем иного порядка. Следует понимать, что мы сейчас находимся в условиях, когда именно от принятия такого решения зависят десятки, сотни и даже тысячи таких подъездов, как в Днепре. Что скажут на Банковой, не просто интересно, а жизненно важно. І Мівіна не поможет. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більше частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.